Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. 2021 год подходит к концу, так что уже традиционно напоследок компания Xiaomi решила порадовать своих фанатов серией новинок и провела в Китае презентацию, где показала целых 3 смартфона, а также рассказала о новой MIUI 13. И в этом видео мы подробнее разберем новую флагманскую линейку смартфонов от Xiaomi. Какие инновации она предложит пользователям, чем действительно может удивить, о каких спорных моментах умолчали на презентации и стоит ли это своих денег. А пока не забудьте подписаться и поставить лайк, это очень мотивирует нас и дальше стараться над новыми видео. Звездой вечера стала новая линейка, в которой вошли 3 модели – Xiaomi 12X, 12 и 12 Pro. Все 3 смартфона будут поставляться на базе Android 12 с новой MIUI 13, о которой мы расскажем в отдельном видео. А пока подробнее о флагманах. Львиную долю презентации производитель посвятил именно базовой и Pro версии, так что с них мы и начнем. Дизайн. На что в первую очередь лично я обратила внимание в оформлении смартфонов, так это цветовые решения компании в этом году. Вся флагманская линейка, помимо классического черного, получила приятные пастельные оттенки – голубой и розовый. Матовая задняя крышка смотрится стильно и лаконично. Хотелось бы и на глобальной презентации увидеть полный ассортимент расцветок. Также есть специальная версия в пастельно-зеленом цвете с текстурой крышки под кожу. Массивный модуль камер радует своим оформлением с учетом общей цветовой гаммы устройства. Решение отличное, на мой взгляд. И кстати, модули довольно значительно выступают из корпуса, и данный факт может намекать, что размеры датчиков порадуют пользователей. Но об этом чуть позже. И, пожалуй, ключевая фишка – это габариты Xiaomi 12. Это первый за долгое время флагман компании, получивший компактные размеры корпуса шириной в 6,69 мм. Еще до презентации Xiaomi позиционировала его как альтернативу старенькому Mi 6 или же современному iPhone 13. Ценителям небольших смартфонов данный факт точно придется по душе, новый флагман будет максимально удобно лежать даже в небольшой руке. И да, при достаточно небольших размерах Xiaomi 12 не особо потерял в размере экрана. Итак, мы подобрались к дисплеям. Xiaomi 12 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,28 дюймов с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц. Он способен передавать более 1 миллиарда цветов, что обеспечивает максимально плавные переходы градиентов. Также, по заверению производителя, цветопередача здесь на высочайшем уровне. И в подтверждение вышесказанному дисплей получил самую высокую оценку и 15 наград от известной организации по сертификации экранов DisplayMate. У Pro версии с экраном все еще интереснее. Xiaomi 12 Pro стал первым на рынке смартфоном, оснащенным E5 AMOLED дисплеем диагональю 6,67 дюймов и разрешение 2К. В экране реализована технология LTPO 2.0 и интеллектуальная адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц, что обеспечивает еще более низкое энергопотребление. На сегодняшний день это лучший из экранов, которые когда-либо устанавливались в смартфонах Xiaomi. Эксперты DisplayMate и здесь отметились и удостоили экран Xiaomi 12 Pro награды «Лучший дисплей для смартфонов», присвоив наивысшую оценку. Из общего, изогнутые экраны обеих версий защищают уже хорошо себя зарекомендовавшее стекло Corning Gorilla Glass Victus, фронтальная камера расположилась в вырезе по центру, ну и, конечно же, минимальные рамки. Но перейдем к железу. Обе новинки, разумеется, получили самую передовую оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Сердцем же смартфонов выступает новейший 4-нанометровый Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi обещает повышение производительности до 52% по сравнению с прошлогодним 888 драконом. По словам компании, Xiaomi 12 Pro набирает более 1 миллиона баллов в известном бенчмарке Antutu. И несмотря на активные слухи, что новый чип от Qualcomm, как и предшественник, достаточно горяч, Xiaomi уверяет, что в новой линейке нет никаких проблем с перегревом, благодаря специальной системе контроля температуры с жидкостным охлаждением, испарительной камере и специальному режиму распределения нагрузки на смартфон. Что ж, реальное положение вещей покажут только живые тесты в различных сценариях использования. Аккумулятор же в новой линейке совсем не поражает воображение и в нынешних реалиях, пожалуй, несколько маловат. Всего 4500 мАh в младшей и 4600 в старшей модели. И если с первой данный факт вполне оправдывают компактные габариты самого устройства, то в прошке урезания емкости мне не совсем понятно.
Впрочем, вполне возможно, что аккумуляторная батарея нового поколения в связке с энергоэффективным процессором и экраном покажет чудеса автономности. Но все же не будем спешить и делать критичные выводы. В паре с не самым большим аккумулятором производитель отлично поработал со скоростью зарядки. Так, Xiaomi 12 получил 67-ваттную быструю зарядку по проводу, и такая мощность позволит полностью восполнить заряд всего за 39 минут. Xiaomi 12 Pro еще интереснее. Он получил уже знакомую по серии 11T сверхбыструю зарядку Hypercharge мощностью 120 Вт. Она восполняет заряд смартфона всего за 18 минут. Кроме того, здесь используется фирменный контроллер питания Surge P1, который поддерживает два режима зарядки. Медленный и холодный, при котором смартфон нагревается всего лишь до 37 градусов, и быстрый режим 120 Вт, но с уже более ощутимым нагревом. Так что пользователю будет предоставлен выбор, что важнее, долгий срок службы аккумулятора или же быстрое восполнение заряда. Что касается беспроводной зарядки, то в обеих версиях она присутствует на приличные 50 Вт. Про реверсивную зарядку производитель также не забыл, в обоих смартфонах она на 10 Вт. А теперь, пожалуй, один из ключевых моментов, на которые обращают внимание большинство пользователей при выборе смартфона – камеры. И на презентации компания делала большой упор на фото и видео возможностях. Основной модуль Xiaomi 12 и 12 Pro в обоих случаях с разрешением 50 мегапикселей, и даже производитель один – Sony. Но вот сами сенсоры все же разные. В чем же различие и как это скажется на качестве фото и видео? В Xiaomi 12 используется не самый новый датчик IMX766. Он достаточно популярен в мобильных устройствах среднего и топового уровня. Датчик имеет не самый крупный размер, который примерно сопоставим со 108-мегапиксельным сенсором популярного Xiaomi 11T, на который мы уже делали обзор. Тем не менее, в совокупности с обновленными алгоритмами Xiaomi обещает реально крутые снимки. Что ж, убедиться в правдивости данных заявлений можно будет только после тестов. Что касается Xiaomi 12 Pro, то здесь более свежий, а главное крупный датчик Sony IMX707. И очевидно, что в условиях слабого освещения он позволит захватывать больше света, чем у Xiaomi 12. Также компания очередной раз сравнила IMX707 с датчиком в iPhone 13 Pro, и, разумеется, сенсор Xiaomi 12 Pro оказался больше. Да и на программные фишки компания не поскупилась. В Xiaomi 12 и 12 Pro целый ряд нововведений по части софта. И в первую очередь это улучшенный ночной режим Ultra Night Mode в Xiaomi 12 Pro, который позволит контролировать освещение, тем самым создавая более реалистичную атмосферу ночи без пересветов. Также новые алгоритмы позволят снимать даже движущиеся объекты более четко. Аналогичная фишка есть в новом Google Pixel и однозначно придется по душе любителям съемки детей или спортивных состязаний, например. И раз уже заговорили про съемку движущихся объектов, то стоит упомянуть и улучшение в алгоритмах фокусировки камеры под названием CyberFocus. По сути, это следящий автофокус, который не должен выпускать объекты из кадра, вне зависимости от того, как тот движется, куда направляется и какие еще объекты в движении есть в кадре. Отдельно на презентации отметили новый алгоритм Xiaomi Image Brain, который дает прирост скорости работы камеры в различных сценариях, от молниеносного запуска до ночной или беспрерывной съемки. Дополнительные модули в новинках также имеют ряд различий. Так, Xiaomi 12 получил в свое распоряжение 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора в 123 градуса и 5-мегапиксельный макрообъектив с возможностью фокусировки на объекте с расстояния от 3 см. У Xiaomi 12 Pro же в арсенале к 50-мегапиксельному основному еще два 50-мегапиксельных модуля от Samsung, сверхширокоугольный с углом обзора 115 градусов и телемакрообъектив. По фронтальной камере. И в базовой, и в Pro версии используется новый датчик разрешением 32 мегапикселя с новейшими алгоритмами искусственного интеллекта. Здесь компания сосредоточила свое внимание на как можно более точной передаче кожных тонов и разработала специальную технологию восстановления текстуры и цвета кожи на пиксельном уровне. По итогу уже на презентации стало понятно, что производитель сосредоточил особое внимание на камерах 12-й линейки именно на алгоритмах, улучшении и ускорении софта. Однако при этом не забыл и об оптической стабилизации и в базовой, и в Pro версии, что определенно порадует любителей видеосъемки. Еще одной фишкой новой серии заявлен звук. Как и в прошлогоднем флагмане, здесь пользователи снова пытаются удивить динамиками Harman Kardon. И если в базовой версии особой революции не случилось, и здесь обещано качественное звучание благодаря двум полноценным стереодинамикам с поддержкой Dolby Atmos, то вот прошка имеет в своем арсенале уже целых 4 улучшенных динамика.
Из прочих особенностей в Xiaomi 12 и 12 Pro производитель традиционно отметил качественный X-осевой вибромотор, поддержку NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ну и, конечно же, работу с сетями пятого поколения с обновленной технологией усиления сигнала. Что ж, с Xiaomi 12 и 12 Pro все понятно, и казалось бы, на этом можно было остановиться, но компания решила выпустить еще более доступную версию Xiaomi 12X. По сути дела, он является копией базового Xiaomi 12, но с небольшими отличиями. И лично на мой взгляд, в каком-то смысле выглядит даже более интересным вариантом для приобретения. Xiaomi 12X предлагается в трех цветовых решениях – черный, голубой и розовый. Да, специальной зеленой версии из эко-кожи модель не имеет. В Xiaomi 12X установлен хорошо нам знакомый Snapdragon 870 с одними из самых оптимальных показателей по производительности и нагреву на сегодняшний день. Кстати, друзья, пишите в комментариях, в пользу какого процессора сделали бы свой выбор вы. Передовой чип от Qualcomm или уже проверенный временем 870 Дракон. Незначительные изменения коснулись и аккумулятора. 12X не реализовали беспроводную и реверсивную зарядки, так что пользователям остается только довольствоваться 67 ваттами по проводу. И по сути на этом отличия и заканчиваются. На мой субъективный взгляд, 12X станет отличным, конкурентоспособным смартфоном в 2022 году, благодаря своим габаритам и более чем актуальному, а главное надежному железу. Итак, обо всех плюшках флагманов 12 серии теперь мы знаем, но остается немаловажный вопрос, что по цене. В Китае продажи начнутся уже 1 января, где ценник Xiaomi 12X стартует примерно с $500. Xiaomi 12 в свою очередь предлагается за $580. Ну и стоимость самой жирной Pro-версии начинается с $737. Подобное повышение стоимости на флагманы из SEO компании связалось с увеличением затрат на комплектующие, а именно процессор, систему охлаждения и новейший аккумулятор. Также, помимо новой линейки смартфонов, компания представила еще две новинки – умные часы Xiaomi Watch S1 и наушники Xiaomi Buds 3 с активным шумоподавлением 40 дБ. О них мы подробно расскажем в нашем телеграм-канале, так что не забудьте подписаться, ссылочка в описании. А на сегодня это все, спасибо за просмотр, друзья, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, пока-пока!